Приветствую всех присутствующих. Сегодня я вам расскажу об опухолях задней черепной ямки, их клинических проявлениях и течении. Опухоли задней черепной ямки– это патологическое изменение мозговых тканей в области мозжечка, четвертого желудочка, боковой цистерны и продолговатого мозга. То есть вот этой области. Клинические проявления– это частая тошнота, болезненные ощущения в голове, ухудшение слуха и зрения, онемение лица, появление нервных тиков, головокружение, нарушение глотательного рефлекса, нистагм, возможно повышение температуры тела. Течение. Болезнь Капрала возникает в детстве, распространенность составляет несколько сотен на 100 тысяч новорожденных. Течение при возникновении в детском возрасте, как правило, доброкачественное, опухоль растет медленно. В случае появления в взрослом возрасте с большей вероятностью окажется злокачественной. Спасибо за внимание. По поводу опухолей вообще любой локализации, и в частности ЗЧЯ. Опухоли ЗЧЯ быстро прогрессируют, если они злокачественные, потому что рядом дыхательный центр, быстро происходит вклинение ствола и наступает ухудшение состояния больного вплоть до кома, а далее уже остановка дыхания. Все опухоли от других заболеваний нервной системы, от сосудистых в частности, они отличаются то, что они медленные, они текут месяцами. Это симптоматика, которую не замечает пациент. То есть пациент может к вам прийти с асимметрией лица, парализованным. Ты его при рутинном осмотре смотришь, видишь, что у него есть параличи, и говоришь, сколько времени у вас парализована конечность или асимметричная рука. Он говорит, я не знаю, я вроде бы себя хорошо чувствую. Почему? Потому что если изменения накапливались в течение месяцев, он не замечает. Окружающие говорят, да, у тебя же лицо-то асимметричное. Вот этим отличаются все опухоли. Пожалуйста. Всем доброе утро. Моя тема называется «Синдром повышения внутричерепного давления при опухолях головного мозга. Клиника лабораторная диагностика». Опухоли головного мозга – это гетерогенная группа доброкачественных либо злокачественных новообразований, зарождающихся в тканях мозга и его оболочках, а также являющиеся метастазами злокачественных опухолей из других органов. Повышение внутричерепного давления происходит при увеличении объема самой мозговой ткани, циркулирующей крови или спинномозговой жидкости в относительно замкнутой полости черепа. В практической деятельности врачи чаще сталкиваются с повышением давления цереброспинальной жидкости. Основными причинами внутричерепной гипертензии являются опухоли головного мозга. Общемозговая симптоматика – это симптомы, возникающие при повышении внутричерепного давления, сдавливании основных структур мозга. Отличительной особенностью при онкологических заболеваниях является постоянный характер и высокая интенсивность головной боли, ее плохая оккупируемость ненаркотическими анальгетиками. Снижение внутричерепного давления приносит облегчение. Работа центрального генеза, как правило, возникает из воздействия на рвотный центр в среднем мозге. Тошнота и рвота беспокоят больного постоянно. При изменении внутричерепного давления срабатывает рвотный рефлекс. Головокружение может возникать в результате сдавливания структур мозжечка. Нарушается работа вестибулярного анализатора. У больного головокружение центрального типа, горизонтальный нистагм. Зачастую возникает ощущение, что он, оставаясь неподвижно, поворачивается, сдвигается в ту или иную сторону. Диагностика. Физикальное обследование. Рекомендуется неврологическое обследование. Особое внимание должно уделяться психическому состоянию, уровню восприимчивости и активности пациента. Необходима оценка наличия отека диска зрительного нерва и состояния черепного нерва. Может наблюдаться паралич сопряженного взгляда и ретракции, то есть вытягивание века. Голова у пациента может быть наклонена, чтобы компенсировать паралич сопряженного взгляда. Изменение позиции тела в ответ на стимуляцию, характер дыхания у коматозных пациентов помогает локализовать повреждение ствола мозга. Лабораторные исследования в этом случае включают анализ электролитов, токсикологический анализ, функциональные тесты печени, тестирование функций почек. Рекомендуется также провести анализ спинномозговой жидкости. Инструментальное обследование – это нейросонография при достаточных акустических размеров большого и малого родничков, эхоэнцефалография, компьютерная или магнитно-резонансная томография головного мозга, транскраниальная доплерография сосудов головного мозга, а при необходимости и электромиография, спинномозговая пункция. Спасибо за внимание. Павел Владимирович, а вы про ноутбук для Егора Яковлева, да, спрашиваете? Ну да, потому что он останется, не пришей, не пристегни.
А дальше ведь тоже циклы. Он мне просто вчера передал, уже ближе к 12 часам ночи, что его сегодня в общежитие отпустят в родной город, и он там на изоляцию будет сидеть. Ну, как бы... Это тоже хорошее, да, правильно, абсолютно. Итак, у меня комментарий по поводу гипертензионного синдрома при опухолях. Головных болей больше 100 причин, но почему-то все боятся именно опухоли мозга, поэтому классически получается, что к невропатологу отправляют пациентов, если болит голова, хотя там причин могут быть и стоматологические, и лор, это может быть, простите меня, и кроме фронтита, и острый приступ глаукома это может быть, то есть окулист. То есть вариантов очень много может быть. Это может быть и психотерапевтическое заболевание, психическое заболевание, это может быть и кардиологическое, гипертонический криз, это может быть и ревматологическое заболевание, например, синдром височной артерии. Поэтому любой специалист мог бы заниматься головными болями, но почему-то так исторически сложилось, что невролог. Хочу сказать, что одним из важных симптомов, которые пожалуется, вы пока ставьте следующую презентацию, пожалуется пациент с опухолью и именно с гипертензионным синдромом, он скажет, что у него утренние головные боли, которые будут его в 5-6 утра. То есть застойные, пока вены не работали, пока мышцы их не сжимали, мышцы шеи, потому что пациент в это время лежал. И оттока вниз не было, потому что пациент лежал горизонтально. Итак, вот утренние головные боли будут характерны. Второе, мы посылаем к окулисту, если у нас нет КТ и МРТ, и окулист пишет застойный диск зрительного нерва. Это тоже один из показателей внутричерепной гипертензии. Один из старинных симптомов надавливания на глазных яблок, чтобы получить гримасу боли, тоже может косвенно говорить о внутричерепной гипертензии. Но все это в сумме дает нам возможность заподозрить именно какое-то объемное образование в голове, отправить больного на нейровизуализацию и получить там подтверждение или опровержение своих догадок. Пожалуйста, следующий. Тема моего доклада – это опухоли головного мозга, их классификация, принципы клинической диагностики. Классификация опухоли делится на 3 подгруппы. Это зрелые, недозрелые и совершенно незрелые. А по гистогенезу делится на 8 групп. Это опухоли, которые нейроэктодермального и глиального ряда, оболочно-сосудистые новообразования, опухоли хиазмальной цилиарной локализации, бидермальные, гетеротипические, системные, метастатические опухоли, которые вырастают в полость черепа. Принципы клинической диагностики. Первичное обследование пациента включает в себя оценку неврологического статуса и осмотр офтальмолога, проведение электроэнцефалографии. При определении неврологического статуса особое внимание невролог должен обратить на очаговую симптоматику, которая позволяет установить топический диагноз. Офтальмологическое исследование включает проверку остроты зрения при опухолях мозга и определение полей мозга. ЭХГ помогает регистрировать расширение боковых желудочков, которое будет говорить врачу о наличии у пациента внутричерепной гипертензии. Также на ЭГ будет отображаться наличие эпиактивности определенных участков головного мозга. Подозрение на образование различных в головном мозге у пациента является показанием для проведения КТ или МРТ пациенту. При КТ позволяет врачу визуализировать опухолевое образование, дать его дифференциацию, его локального отека церебральных тканей, установить размер, выявить кистозную часть опухоли, зону некроза, различные кровоизлияния показать и метастазы, которые будут окружать опухоли ткани. МРТ, в свою очередь, оно позволяет более точно определить распространение опухолевого процесса, оценить вовлеченность в него пограничных тканей. МРТ более результативно, чем КТ. Помимо стандартной процедуры, как МРТ и КТ, есть еще МРТ сосудов головного мозга. Оно помогает исследовать васкуляризацию новообразования. Также есть ПЭТ головного мозга. Он дает возможность определить степень злокачественной опухоли головного мозга, выявить опухолевый рецидив. Также есть такой метод исследования, как стереотоксическая биопсия опухоли головного мозга.
то есть при хирургическом лечении забор опухолевых тканей для гистологического исследования. Он проводится интраоперабельно, то есть делается в полости черепа небольшая дырочка, и оттуда берут, получается, ткань на гистологию. На этом мой доклад окончен. Спасибо за внимание. Значит, доклад по энцефалограмме, что появляется возможный очаг медленных волн в зоне опухолевого образования головного мозга. Мы использовали данную тактику в эпоху до широкого использования томографа. Это были косвенные данные подозрения на опухоль, потому что томограф или отсутствовал в городе, или большие были очереди, или он стоил больших денег. В настоящее время он доступен бесплатно абсолютно всем гражданам в любом городе нашей страны, поэтому энцефалограмма при подозрении на опухоль, она не используется. Это данные 15-летней давности, это первое. Второе. Неврологический осмотр позволяет нам отдифференцировать, укладывается ли очаговая симптоматика в сосудистый бассейн. Мы с вами обсуждали уже клинику различных артериальных бассейнов головного мозга и знаем, что входит туда. И если к нам пациент приходит с правосторонним гемипарезом, то есть мы думаем, что это левая гемисфера, да, и у него... Давайте, нет, левосторонний гемипарез, мы знаем, что это правая гемисфера головного мозга, и ожидаем у него дизартрию, но никак не сенсомоторную афазию. А у пациента, например, сенсорная афазия и левосторонний гемипарез. То есть получается одна симптоматика с левого полушария, другая симптоматика с правого полушария. Пациент правша, естественно. Вот. И получается так, что у него двухочаговость или большое парасагитальное образование, которое сдавливает обе гемисферы головного мозга. Поэтому мы можем сразу же, через 2 минуты после осмотра больного, когда мы закончили неврологический осмотр, мы можем заподозрить, что это не сосудистые бассейны, вероятно, что-то другое, потому что выходит за рамки сосудистых бассейнов, и отправляем на КТ и МРТ, и диагноз ставится в течение нескольких минут. Вот, собственно, что нам дает возможность уже сам неврологический осмотр, зачем мы его проходим. Пожалуйста, следующий.